Всем привет, с вами Дэн. Ну что ж, год уже почти подошел к концу, и самое время подвести итоги и отобрать топ-10 самых ярких, самых интересных, самых запоминающихся моделей, которые имеют отличное соотношение цена-качество за этот 2025 год. И я подобрал 10 моделей, которые считаю достойными попасть в эту подборку. Здесь нет какого-то рейтинга, то есть все эти модели без мест, просто в обычном порядке. Ссылки по каждой модели я оставлю в описании к этому видео. Ну и давайте начнем. Первую модель, которую хочу вам показать, от шикарного бренда из Китая Lucky Harvey. Открываем коробку. Да, это та самая линейка Чаймин. То есть часы с боем, бой каждый час, раздается гонг, удар маленького молоточка в гонг. И Lucky Harvey, это у них новинка 2025 года. Я вам показывал другую версию 2024 года. Вот в 2025 году они сделали немножко другой циферблат, очень интересный. Текстура, как будто его ковали молотом в древней китайской технике ковки. Очень красиво выглядит циферблат, прям такой завораживающий, я бы сказал. И как видите, на циферблате у нас крупная, большущая дата в отметке 12 часов. И вот маленькая такая здесь индикация боя. То есть он либо включен, либо выключен у отметки 4 часа. Этот индикатор находится. Сейчас он включен. Можно выключать, например, на ночь. Потому что если тихо в комнате, то слышно достаточно неплохо. Я вот об этом уже говорил в предыдущем видео. Внутри стоит мануфактурный калибр, который разработал Lucky Harvey. Как раз таки с этой функцией боя, с большой датой. Корпус 40 мм, весьма универсальный. Высота менее 12 мм, несмотря на такие крутые усложнения. Это лимитка 300 штук. И что касается бренда, то бренд китайский, но молодой, но при этом уже с наградами. Например, одна из моделей вошла в шорт-лист Женевского Гран-при. Мне кажется, что у Lucky Harvey много интересных моделей, но вот линейка Чаймин мне нравится больше всех, пожалуй, потому что максимально универсальная. Здесь есть крутейшая функция боя, при том, что достаточно доступно эти часы стоят, с учетом вот этих вот шикарных характеристик. И, конечно, потрясающего качества отделки. Очень круто сделана модель. Здесь и сатинирование, зеркальная полировочка, да, там по граням. Браслет классный, браслет интегрированный, очень такой гладкий, как такая чешуя змеи. Супер. Приятный корпус. По циферблату тоже все очень-очень круто сделано. И я же вам говорил, что 40 мм, да, они универсальные. Вот на моем запястье 18,5 см в обхвате. Универсальная модель, да, корпус невысокий, диаметр прям вот то, что надо, 40 мм. Класс, мне нравится. Ну что же, давайте послушаем бой. Ну, вот так раз в час. Класс. На самом деле такое маленькие у вас на запястье часы, но с какими интересными функциями. И вот, как мне кажется, функция боя, наверное, одна из самых таких очаровательных, интересных и на самом деле-то полезных, потому что вот на циферблат можно не смотреть, а у вас раздается сигнал. Мелочь, а приятно. Механика, что вы хотите? Российский бренд в топе за 2025 год, и это, конечно же, Габю. Открываю. Российский бренд Габю, исторический бренд, очень кропотливо работают над брендом, над моделями, тщательно, выверенно. И мне нравится их новинка 2025 года, Transmatic запас хода. Здесь, как видите, индикация запаса хода у отметки 6 часов. На мой взгляд, одна из самых полезных функций в часах.
И есть также крупная дата у отметки 12 часов, которая действительно удобно, ее можно читать. Вот вы мне всегда говорите: Дэн, не любишь дату. Ну вот когда большая дата, тогда удобно, когда маленькая дата, тогда бессмысленно, ну по большому счету. А здесь еще и гармонично, потому что дата у нас да, по центру и запас хода тоже по центру. Конечно, наверное, одно из главных, да, что в этой модели ее отличает, это корпус Тобоган, который максимально редкий, необычный. И при этом, знаете, когда вы с ними еще не были знакомы, не примеряли на запястье, вот сразу не понимаешь, насколько они удобны. А они очень и очень удобны. Обязательно покажу. Очень качественная отделка, премиальнейшего уровня. При этом, знаете, что Габю тестируют каждые часы, и каждым часам идет вот такой вот сертификат, да, карточка, Transmatic запас хода, и здесь можно посмотреть результаты тестирования по QR-коду. Это здорово, по каждым часам. А внутри, между прочим, находится очень крутой калибр La Joux-Perret 3515, швейцарский. Ну, здесь задняя крышка глухая с индивидуальным номером, поэтому механизм мы не увидим. Но La Joux-Perret это здорово. 50 метров водозащиты, сапфир. Здесь классный ремешок из аллигатора, дорогой, приятный, очень круто. 34 мм на 44 мм размеры по этому корпусу, высота всего 10,5 мм. Как уже говорил, это лимитка. И давайте посмотрим на моем запястье, как они смотрятся. Шикарно. Сразу вот видно крупные мужские часы. Посмотрите, как вот эти ушки, Тобоган, да, они обхватывают ваше запястье, обнимают, я бы даже сказал. И если у вас широкое запястье, то они будут шире, они будут как бы двигаться вместе с вашим запястьем. Ну вот, например, так, да. Если у вас более узкое запястье, то они будут складываться. И это здорово. И это удобно, потому что они подстраиваются именно под вас. Нравится, что ремешок вплотную к корпусу. Красивый полированный корпус с классным циферблатом. Эта версия циферблата мне, наверное, даже больше нравится, чем предыдущая модель, которую я тоже показывал на канале. Здесь так прям очень классно сделано, очень шикарно. Потрясающее, конечно, качество у Габю. Я считаю, что такие часы просто обязаны быть в топе, потому что здесь российский бренд, здесь необычный корпус, здесь высочайшее качество исполнения, при том, что весьма и весьма адекватная цена на эту модель. Шик. И, конечно, эту подборку не мог оставить без часов Ball. Очень интересная новиночка вышла. Это Ball Roadmaster Persever. Именно переводится как настойчивый. Действительно настойчивый. Эти часы прямо и просятся на запястье. Очень красивая модель с интегрированным браслетом. Он здесь тонкий такой. Лаконичный дизайн у модели. Внутри стоит калибр RR1103. Защита есть от ударов, амортайзер. Запатентованная, она даже про это указана на циферблате. Плюс он устойчив к магнитному полю до 4800 Гаусс. Корпус и браслет сделаны из стали 904L, как у Rolex. Диаметр 40 мм, высота всего 12 мм, 100 метров водозащиты. Здесь на метках и стрелках тритиевая подсветка Trigalight. Сапфировое стекло с внутренним антибликом. И здесь есть циклоп у нас над датой. И, кстати, очень хорошо работает, очень серьезно увеличивает дату. И знаете, это вот тот случай, когда если есть дата в часах, то она должна считываться. А если она есть и не считывается, то какой в ней смысл? Вот здесь смысл есть, да, дата видна прекрасно. Давайте, хочется прям показать вам на запястье. Они реально тонкие, и особенно это касается корпуса. То есть здесь корпус такой двухсоставный. У нас высокий рант идет с зеркальной полировкой и достаточно тонкая часть корпуса. Это такая стилистика 70-х часовая. Да? И здесь Ball ее воспроизвел, только сделал... эти часы абсолютно выглядят вот такой моделью 2025. Очень яркая. И вот сталь 904, она чуть-чуть по-другому блестит. Особенно, когда она полированная. Здесь это чувствуется, вот, что часы выглядят дорого, выглядит стильно, и при этом это инструмент, потому что здесь и защита есть, да, от магнитного поля, здесь есть тритиевые тубы.
Круто. На запястье просто прекрасно, да, вот на моем 18,5 здесь модель сидит, ну, потрясающе. Мне нравится, как вот, не, знаете, ничего нигде не топорщится по первому звену, которое прилегает к корпусу. Очень шикарно сделано. Мягкий, тонкий браслет, как шелк такой. И браслет вот задает здесь, что называется, тон всем часам. При этом, в принципе, здесь можно и ремешок поставить. То есть это выглядит как интегрированный браслет, но на самом деле, вот, пожалуйста, тут такая у нас крепление идет, и внутри видно, что шпилечки, и можно поставить уже ремешок к этой модели. Но, честно говоря, я об этом даже не думал, потому что, ну, здесь классный браслет, он делает эту модель, и она вот в этом единении выглядит, конечно же, просто потрясающе и уже элегантно. С ремешком это будет больше вот в инструментальные часы, а с браслетом это, в принципе, те часы, которые вы можете и под пиджак надеть, можете и с футболкой, да, и для дела, и на выход. Ну и, конечно, что немаловажно, это качество отделки. Отделка у Ball всегда превосходного качества, и эта модель, естественно, не исключение. Очень круто все выглядит. Фирменная заводная головка. Потрясный, просто потрясный браслет. Ну и согласитесь, что циферблат здесь считывается просто на ура. Несмотря на то, что он черный, да, с зеркальными стрелками, как будто такое сочетание обычно играет в минус. Но нет, здесь у нас тритий на стрелках, поэтому эти тубы видны всегда. Даже когда вот студийный такой яркий свет прям сверху на циферблат попадает, здесь с читаемостью проблем не будет. И при этом, знаете, у циферблата очень интересная текстура. Как раз вот самое время рассмотреть. Еще мне очень нравится боловский контур-баланс. Прям выглядит очень исторично и красиво. Ну и вот он, циклоп. Смотрите, как дата хорошо считывается. Фанаты даты, эта модель прямо-таки для вас. Ну и мне кажется, что если вы вот смотрите что-то такое именно на стыке часов для дела и часов, которые крайне элегантны, то это как раз очень и очень интересный вариант. Ну и при этом это уже часы с очень качественной люксовой отделкой от престижного бренда. Конечно же, я не мог обойти стороной моих любимцев. С некоторых пор я прям фанатею от часов Сквали. Уже несколько моделей вам показал именно в 2025 году. А это как раз-таки горячая такая, ну, горячая, наверное, не в плане цветов, а именно того, что она не так давно была анонсирована. Это Squally Matic S. Я даже, по-моему, делал вам репост их фотографий, когда эта модель вышла, особенно вот в версии с этим ремешком, вот в этой стилистике. Matic S, новинка называется Light Blue Hydro Leather, то есть такая гидрокожа. И здесь упор идет, помимо того, что у нас знаковый корпус и циферблат, ну, еще, наверное, на ремешок. Раз уж он нашел отражение в названии модели, то про него скажу. Здесь каучук с водоотталкивающими вставками из кожи. То есть ремешок каучуковый, да, с прострочкой, а здесь внутри идет вставка из кожи. При этом она не боится воды. Это как раз для тех случаев, когда хочется максимальной элегантности, например, не хочется браслет обязательно носить, но хочется, чтобы ваш ремешок себя уверенно чувствовал и в бассейне, и в море. И это вот как раз тот самый случай. Плюс, знаете, это вот такой... Во-первых, Сквали, в принципе, всегда, на мой взгляд, такие магниты для ремешков. Всегда хочется разное что-то попробовать, и разные стили ремешков, и разные цвета. А здесь они как будто бы вот подыграли таким чувством, таким ощущением, потому что сразу ремешок интересный. Он сочетается с циферблатом, он сочетается с безелем, и такой вот яркий, летний, да, солнечный, яхтенный, может быть. Да, мы говорим в декабре о подборке 2025 года, но, с другой стороны, во многих странах, во многих регионах и солнце, и море всегда бывает, и в том числе и в декабре. А во-вторых, мы, естественно, часы-то с вами выбираем себе не на зиму, а в целом. И вот как только, знаете, выглянет солнышко, вот этот циферблат будет переливаться просто всеми цветами. Они, конечно, выпустили эту модель в своем... Ну, это, по большому счету, это ремейк модели Squally Matic 70-х годов. Но корпус современный чуть уменьшили, заводную головку перенесли на отметку 3 часа. Более так стандартно, и более привычно для многих, наверное. Корпус, кстати, 39,5 мм, высота 12,6 мм. Сталь 316L, здесь водозащита 600 метров, так что можно с аквалангом на них погружаться. Внутри стоит Селита SW200 версии Elabor
Сапфир с внутренним антибликовым покрытием. Ну и на безеле, да, еще здесь Super Luminova C3. А вот на безеле здесь очень интересное решение. Со стороны может кажется, что здесь, ну, вот как бы можно потрогать эти разметку, да, на безеле. Нет. Здесь стоит вставка, эмалированная сталь на безеле. Очень красиво получается. Весь циферблат у нас получается как будто бы такой, да, сапфировый, красивый. Шик. Безель четкий, уверенный. Ну, как всегда, у Сквали. И в целом я вам показывал, надеюсь, что вы смотрели ролики, я показывал по качеству отделки, конечно, много внимания в роликах уделял. Здесь не исключение, шикарное сатинирование по корпусу, вот эти грани с зеркальной полировкой и вот этот безель, который просто вот еще больше шика и блеска этой модели дает. Накладные метки и солнечные лучи по циферблату. Ну и классические сквалевские стрелки очень хорошо читаются, разной длины, разной толщины, разного цвета. Ну, ребята давно выпускают дайверские корпуса, уже для многих брендов исторически выпускали, и для себя теперь делают. Поэтому здесь, конечно, в плане качества все шикарно. Классическая такая вот здесь изгиб, да, такой граненый на корпусе. Ну и заводная головка, да, тут по центру. На моем запястье давайте посмотрим, что получается. Очень красиво. В принципе, я думаю, что к этим часам, как уже сказал, много всего подойдет, много разных ремешков, может быть и что-то более сдержанное, чтобы больше внимания, опять же, перенести на корпус, на цифер. Но в целом часы максимально летние, максимально яркие, они прям вот манят, да, шик. Шикарная модель, как мне кажется, и не мог ее не включить. Ну, к тому же, как вы знаете, я очень сильно люблю дайверские модели, а это прям дайвер. И смотрите, как интересно еще, да, глубина в этом циферблате чувствуется. Вот скошенный рант, вот эта вот зеркальная поверхность на безеле, зеркальная полировка везде. То есть, вот прям вот чувствуется, как будто мы какой-то смотрим с вами что-то такое южное, жаркое и морское. Одни из часов, которые меня, пожалуй, больше других впечатлили в этом году, это Seiko Astron. Но когда, знаете, хочется чего-то такого прям супер высокотехнологичного и при этом еще и шикарной отделкой, вот что, знаете, на стыке технологий и качественной отделки, здесь, конечно, японцы впереди планеты всей. И эти Seiko Astron имеют дизайн такого классического хронографа, но на самом деле здесь просто невероятное количество современнейшего функционала. Референс здесь SSH151J1, здесь внутри GPS-солнечный механизм калибр 5X83, у которого автоматическая настройка времени и календаря в любой точке мира. При этом переход от одной часовой зоны к другой занимает всего 3 секунды. Точность хода плюс-минус 15 секунд в месяц. Это при том, что они не получают GPS-сигнал. А если получают GPS-сигнал, то, понятное дело, точность здесь 0 секунд. Запас хода до 6 месяцев при полном заряде. А при этом зарядка от любого источника света. И при этом 2 года в режиме энергосбережения. Вы представляете, да? Убрали в шкаф, шкатулку эти часы. По какой-то причине, хотя не думаю, что вы забудете про такую красоту, но, допустим, через 2 года достаете, они все еще работают. Двойное время, вечный календарь до 28 февраля 2100 года, автоматическая корректировка по GPS, индикация уровня заряда, функция энергосбережения, как уже говорил, LumiBright метки и стрелки, здесь покрытие, люминофор, и по корпусу 43 мм, высота 13,4 мм, титан, корпус, титан-браслет, керамическая вставка на безеле, водозащита 100 метров и сапфировое стекло. Ну, максимально универсальная модель. И при этом, вот что мне нравится, Астроны последнего поколения, последней версии, они выглядят уже не как какие-то вот часы, перегруженные датчиками, метками в плане визуализации. А они выглядят как ваши часы, которые вы можете носить хоть под пиджак, хоть под футболку. И здесь при этом огромное количество очень полезного и интересного функционала. Это классно. Ну и самое главное, наверное, с одной стороны, часовой гик, да, он выбирает весь этот функционал. С другой стороны, если вы хотите, чтобы функционал был
мощный, но при этом на отделке никто не экономил, то как раз таки это Seiko Astron. Вы посмотрите на это сатинирование, посмотрите на грани, посмотрите на углы. Браслет какой, а? И они еще не царапаются, здесь специальное покрытие от царапин. Вау! Вот это красота, вот это классно. Seiko Astron, дамы и господа, здесь все по красоте. И еще отсутствие, ну, здесь кажется, как будто бы нет стекла, потому что просто потрясающе выглядит циферблат. У него объем, у него вот эта потрясающая отделка, когда, видите, да, вот эти ноточки зеркальной полировки. Везде есть уровень, то есть каждый субциферблат находится ниже, чем основной циферблат. Дальше у нас идут стрелки, и везде мы чувствуем, ощущаем этот воздух, и при этом еще эффект отсутствия стекла. Как будто вот сейчас вот я ткну пальцем и потрогаю секундной стрелкой. Ну нет, там есть стекло. Это, конечно, потрясающе. Может быть, камера это не так хорошо передает, но вживую, когда вы смотрите на вот такой Астрон, вы понимаете, что вот здесь уровень и вот здесь, конечно же, качество. Отличная модель, и мне кажется, что очень достойный участник такого топа за год. Как вы знаете, очень люблю дайверы и, конечно, не мог обойти стороной вот эти потрясающие дайверы от Seagull. Здесь еще есть, вот смотрите, да, дополнительный ремешок. А в базе модель идет на браслете. Но мне кажется, браслет ей максимально хорошо подходит. Эта модель Seagull Okeanos из линейки в серии Kilometer Deep Dive. Она посвящена кожистым морским черепахам, которые могут погружаться на глубину аж до 1280 метров. Это, кстати, зафиксированный мировой рекорд. У такой модели водозащита до 100 атмосфер, то есть 1000 метров. То есть здесь плавание с погружением, конечно же. Есть гелевый клапан. Заводная головка у отметки 4 часа. Она так защищена с одной стороны. Кстати, интересное, красивое решение. Безель, который можно нажать только если вы вертикально давите пальцами на него, так что случайно он никаким образом двигаться не будет. Это правильное решение, максимально, на мой взгляд, надежное, с красивым переливающимся градиентным синим циферблатом с эффектом солнечных лучей, накладные метки, крупные стрелки, тут такой щедрый люминофор. Красивая модель, которую можно использовать и как каждодневный, в принципе, если вы любите достаточно крупные часы, потому что здесь диаметр 45 мм, высота 16 мм. Но с другой стороны, так подумать, 1000 метров водозащиты, и при этом диаметр корпуса 45 и высота всего 16, так это прям немного. Поэтому, как я и говорю, можно летом или даже зимой носить на запястье, вспоминать о лете, о том же, да, о погружении, о дайвинге, и почему бы нет. Из стали корпус и браслет 316L, здесь сапфировое стекло. Ну и на моем запястье вполне себе адекватно модель располагается, несмотря на 45 мм по диаметру. Здесь достаточно короткие ушки, видите, браслет крепится к корпусу, первое звено, второе звено не топорщится, не торчит, все аккуратно сделано. Приятный браслет. Здесь на угловой части крайних звеньев зеркальная полировка, а основная часть идет с сатинированием. Поэтому вот такой вот есть эффект шика на этой модели, хотя она вроде бы сугубо дайверская. Но ее можно и каждый день носить, как мы с вами уже выяснили. И про запас по браслету здесь, здесь прям прилично. Ну, понятное дело, это дайверская модель. Интересные, глубоководные, такие прям по-настоящему брутальные часы, на мой взгляд. И как новинка 2025 года, очень запоминающиеся, необычные, не похожие на другие, с отличными характеристиками и просто таки прекраснейшим соотношением цена-качество. Идем дальше. В этом году у Венецианика была просто россыпь шикарных моделей, и я долго думал, чтобы добавить в топ-10, и, пожалуй, это Арсенале Метеорита. И это интересная модель в корпусе с интегрированным браслетом, с шикарнейшей отделкой. Очень мне нравится эта линейка, и, наверное, то, что ее выделяет среди других моделей Венецианика, это, конечно же, циферблат из Метеорита. Вот в этой версии достаточно строгий, достаточно такой сдержанный, но при этом не лишенный интересных нюансов.
Прекрасно сделанная модель. Здесь шикарнейший браслет, шикарная отделка. И в соотношении цена-качество это просто потрясающий уровень. Ну, Венецианика умеет делать красиво, сочно и вкусно. Я вам много-много разных версий показывал. Что касается характеристик, то здесь корпус и браслет сталь 316L. Здесь диаметр 40 мм, максимально такая универсальная модель. От ушка до ушка 44 мм, метеорит натуральный на циферблате. И толщина корпуса меньше, чем 10 мм, а внутри калибр Miyota 9039. И новый браслет от Венецианика, который они называют Canova Concept. На мой взгляд, один из лучших браслетов, которые сейчас есть на рынке. И уж точно тот браслет, который стоит попробовать, если вы берете какие-либо из часов Венецианика. Да, шикарная модель. Если вам нравится версия интегрированный браслет, если вы не любите, чтобы было что-то лишнее, дата, день недели, чтобы что-то отвлекало, то это тот самый вариант. И здесь достаточно неплохо считывается время, кстати, относительно некоторых других вариантов в арсенале. Потому что есть разметка. Есть разметка как часовая, так и разметка минутная. Поэтому, собственно, неплохой, на мой взгляд, вариант в этой коллекции. Ну и вот на моем запястье, как мне кажется, весьма и весьма органично эта модель располагается. Еще одна модель, которую я обязательно хотел бы отразить в ролике про лучшие часы 2025 года, это, конечно же, Atavac Manta X. Они были на полноценном большущем обзоре в честь ската Manta. А этот бренд выпустил свою модель, и я вам показывал уже несколько вариаций, несколько линеек от Atavac. Они, конечно же, потрясающие, они такие часто космические. Вот эта конкретная версия посвящена глубинам океана, но, на мой взгляд, они все такие больше в космос, больше в такую непонятную, в такую таинственную индикацию времени, на которую все время хочется смотреть. Это действительно потрясающие модели, очень сложные, очень качественные, но при этом за вполне себе адекватные деньги. Что касается механизма, то здесь модуль разработки Atavac на базе механизма Селита. 50 частей они добавили к этому механизму, точность плюс-минус секунд в сутки, целых 135 операций по отделке корпуса, он сделан из титана, здесь все трехмерное, здесь просто потрясающая индикация времени, она необычная, она нестандартная, но знаете, когда к ней привыкнешь, что она очень и очень удобная. Называется такая индикация блуждающий час, но здесь первая в мире система блуждающего часа на 180 градусов, когда индикация поворачивается, и они еще очень большое время уделили тому, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление воздуха в своем механизме. Даже вот о таких незначительных, казалось бы, вещах они им уделяют огромное количество времени. И при производстве корпуса аж 420 операций производится. Корпус 49,5 мм на 42 мм, с учетом того, что у него нет ушек, и он вообще необычный такой, да, вполне себе приятненько сидит на запястье. Калибр, который внутри стоит, Atavac называют AK-07BA. Запас хода 38 часов. Как уже говорил, здесь корпус титан, циферблат алюминиевый, сплав, да, плюс есть кованое углеродное волокно и очень красивый. В базе идет ремень нейлон плюс кожа. Ну и за дополнительную плату можно еще заказать красивый ремешок из кожи ската. Как мне кажется, такие модели, они часто именно двигают, знаете, вот, наверное, развитие микробрендов вперед, потому что, ну, одно дело делать какой-то трехстрелочник, который, по сути дела, вы выбираете механизм, дизайн и привет, вот вам есть часы.
А с другой стороны, да, есть швейцарские гранды, которые за десятки миллионов рублей делают блуждающий час, а приходит Атавак и делает за весьма и весьма адекватные деньги вот это супер усложнение. Оно становится доступным уже большому количеству любителей часов, любителей именно необычных часов. Вот таких, которые ты где-то в другом месте не встретишь. И при том, что они сделаны просто на высочайшем уровне качества. Как мне кажется, это достойно и уважения, и, конечно же, внимания. Шикарные часы, у Атавак несколько есть интересных коллекций, я вам, как уже говорил, многие показывал. Как мне кажется, Manta X это вот их новая ступенька развития, такая новая вершина, но в принципе там есть и более доступные вариации, которые вполне себе можно попробовать как первый ваш в жизни, что называется, блуждающий час. Один из моих самых любимых брендов, британский Christopher Ward, в этом году выпустил несколько ярких, интересных новинок, но я решил добавить туда модель, которая мне нравится больше всего, пожалуй, и которая была у меня, в другой ее вариации. Это C1 Jump Hour Mark V, это уже пятая вариация развития их линейки с прыгающим часом. И, как мне кажется, этот прыгающий час, он какой-то прям космический, неземной. Очень интересно. Еще с 2015 года они делают эту линейку. И сейчас такой с главной фишкой многослойный, объемный дизайн, у которого есть и спортивный характер, и с другой стороны изысканность, плюс люминесценция очень интересная. Прям вот другой уровень. Нравится мне концепция с прыгающим часом, и в этой версии мне нравится как раз таки, как они его реализовали. Эта версия еще пока вот только в конце года, где-то в январе поступит в продажу. Очень хочу вам показать эти часы на таком реальном уже обзоре в 2026 году. Постараюсь вам их показать, потому что, как мне кажется, модель заслуживает высочайшего внимания. Из характеристик скажу, что здесь корпус 39 мм, а калибр здесь модуль разработки Christopher Ward JJ01 на базе калибра ETA 28-24-2. И завершает нашу подборку 2025 года, конечно же, Orient Star и его линейка Contemporary. Я уже вам много моделей показывал, и в этом году вышла потрясающая лимитка с циферблатом с наночастицами, который напоминает поток метеоров. В корпусе, кстати говоря, 40 мм. Там сапфир, 100 метров водозащита, механизм с запасом 60 часов, конечно же, это мануфактура. Есть и более доступные версии, которые я вам показывал на канале, например, с зеленым циферблатом, или новинки 2025 года с лососевым циферблатом и даже с красным циферблатом, и там уже корпус 39 мм. С точки зрения цена-качество, это одни из самых лучших и классных часов вообще сейчас в мире, как мне кажется, потому что цена, качество, стиль, уровень и мануфактурность, здесь все вместе собралось воедино. Вот такой вот топ-10 на 2025 год. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам какие-либо из этих часов импонируют. Напишите ваш топ-10, что бы вы добавили в мою подборку. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.